Антарктида на протяжении веков оставалась для человечества величайшей загадкой, своего рода белым пятном, которое на физических картах мира выглядело как безликое снежное пространство. Около 90% территории этого гигантского материка скрыто под мощным ледяным щитом, средняя толщина которого превышает 2 километра. В некоторых точках эта ледяная броня достигает фантастических 5 километров, надежно пряча от человеческих глаз целую экосистему и сложный геологический ландшафт. Долгое время считалось, что мы знаем о топографии Луны или Марса гораздо больше, чем о реальном облике Антарктиды. Однако международная группа исследователей совершила качественный скачок, объединив данные космического мониторинга и сложнейшие математические модели, чтобы буквально раздеть континент и показать его скрытую структуру. Ледяной покров Антарктиды — это не просто статичная корка замерзшей воды. Это колоссальная масса, составляющая около 90% всех мировых запасов пресной воды. Если бы весь этот лед мгновенно растаял, уровень мирового океана поднялся бы более чем на 60 метров, что привело бы к катастрофическим последствиям для всей человеческой цивилизации. Но лед не просто лежит на поверхности. Он обладает колоссальным весом. Под его давлением земная кора материка просела, вызвав явление, которое ученые называют изостатической депрессией. В результате огромные территории Антарктиды, целые равнины и глубокие каньоны сегодня находятся ниже уровня моря. Без льда Западная Антарктида представляла бы собой не монолитный кусок суши, а сложный архипелаг из сотен островов, разделенных глубокими проливами. Изучение этого скрытого мира всегда было сопряжено с невероятными техническими трудностями. Традиционный метод, который использовался на протяжении последних 50 лет, это радиоэхозондирование. Ученые устанавливали радары на самолеты или снегоходы и методично простукивали лед. Радиоволны проходят сквозь замерзшую воду, отражаются от твердой породы и возвращаются назад, позволяя вычислить глубину залегания грунта. Однако этот метод имеет фундаментальный изъян. Он дискретен. Самолет летит по определенному маршруту, и данные собираются только вдоль этой узкой линии. Пространство между маршрутами, которые могут достигать десятков и сотен километров, остаются абсолютно неизученными. В этих слепых зонах могли скрываться целые горные системы, о которых наука даже не подозревала. Прорыв в исследовании произошел благодаря изменению самого подхода к проблеме. Ученые решили использовать ледяной панцирь не как препятствие, а как источник информации. Лед в Антарктиде находится в постоянном движении. Под действием гравитации он медленно стекает от центральных возвышенностей к побережью. Это движение подчиняется строгим законам физики вязкой жидкости. Когда ледяной поток наталкивается на скрытую под ним гору, на поверхности образуется характерное вздутие, а скорость течения замедляется. Если же под льдом находится глубокий каньон, поверхность слегка проседает, а лед ускоряется. Используя современные спутники, такие как IceSat-2, ученые смогли измерить высоту поверхности и скорость движения льда с точностью до нескольких сантиметров. Далее в дело вступило математическое моделирование. Специалисты разработали алгоритмы инверсного моделирования, которые позволяют по морщинам и неровностям на поверхности льда восстановить форму фундамента, по которому этот лед скользит. Это была колоссальная вычислительная задача. Нужно было учесть температуру льда, его плотность,
наличие подледной воды и даже геотермальное тепло, исходящее из недр Земли. В результате работы проявились ранее неизвестные детали ландшафта. Десятки тысяч мелких холмов, узких хребтов и извилистых каньонов. Эти образования, несмотря на их малый по меркам континента размер, играют критическую роль в динамике ледников, работая как естественные тормоза или, наоборот, ускорители для ледяных потоков. Новая карта подледного рельефа — это не просто достижение картографии, это важнейший инструмент для климатологов. Сегодня одной из главных угроз для планеты является дестабилизация антарктических ледников, таких как ледник Твейтса, более известный как ледник Судного дня. Понимание того, на каком фундаменте он стоит, позволяет ученым строить гораздо более точные прогнозы. Если фундамент под ледником имеет уклон в сторону материка, это создает риск морской нестабильности ледяного щита. В таком случае теплая океанская вода может затекать глубоко под ледник, подмывая его основание и вызывая необратимое обрушение колоссальных масс льда в океан. Топография континента также пролила свет на загадочную систему подледных рек и озер. Благодаря детализации рельефа ученые смогли проследить пути, по которым талая вода перемещается под ледяным щитом. Эта вода действует как смазка, снижая трение между льдом и камнем. Впадины, обнаруженные в ходе исследования, указывают на места вероятного скопления воды, где могут существовать изолированные экосистемы, не видевшие солнечного света миллионы лет. Исследование этих зон в будущем может дать ответ на вопрос о том, как зародилась жизнь на Земле, и может ли она существовать в океанах ледяных спутников Юпитера и Сатурна. Несмотря на уникальную детализацию, авторы исследования призывают к осторожности. Полученная карта является результатом математических расчетов, а не прямого наблюдения. Она представляет собой наиболее вероятную модель реальности, которая все еще требует подтверждения на месте. Однако теперь у полярных исследователей есть четкий план действий. Вместо того, чтобы летать над Антарктидой, наугад в надежде найти что-то интересное, они могут направлять свои экспедиции в конкретные точки, где модель предсказывает наличие критически важных географических объектов. Это сэкономит миллионы долларов и годы полевых работ, делая изучение Антарктики более эффективным и целенаправленным. Кроме того, полученные данные будут интегрированы в глобальные модели изменения климата. До сих пор неопределенность в прогнозах подъема уровня моря во многом была связана с тем, что мы не до конца понимали механику взаимодействия льда с его основанием. Новые данные о шероховатости дна и геометрии каньонов позволяют значительно снизить эту неопределенность. Теперь мы можем с большей уверенностью сказать, какие регионы Антарктиды останутся стабильными в ближайшие столетия, а какие могут начать разрушаться уже в ближайшие десятилетия. Это знание жизненно важно для планирования защиты прибрежных мегаполисов по всему миру, от Нью-Йорка и Лондона до Шанхая и Токио. Антарктида также является уникальным архивом истории климата Земли. Ледяные керны, которые бурят ученые, содержат пузырьки древнего воздуха, позволяющие узнать состав атмосферы миллионы лет назад. Но чтобы найти самое старое и ненарушенное напластование льда, нужно точно знать рельеф дна.
Новая карта помогает идентифицировать районы, где лед не подвергался деформациям и сохранил свою структуру на протяжении колоссальных промежутков времени. Это открывает путь к обнаружению льда возрастом более 1,5 миллиона лет, что позволит нам понять, как Земля переходила из одного климатического состояния в другое в далеком прошлом. В конечном итоге это исследование подчеркивает, насколько глубоко взаимосвязаны все системы нашей планеты. Малейшие изменения в топографии под далеким Южным полюсом могут привести к глобальным изменениям в распределении водных масс и климатических зон. Технологии, позволившие нам заглянуть под лед, показывают, что человечество выходит на новый уровень понимания своего дома. Мы больше не просто наблюдатели, фиксирующие внешние изменения. Мы начинаем понимать глубокую механику процессов, скрытых от глаз. Раскрытие ландшафта Антарктиды — это еще один важный шаг к тому, чтобы превратить неопределенное будущее в прогнозируемый и управляемый путь развития цивилизации. Данная карта станет основой для всех последующих исследований континента на ближайшие десятилетия. Она будет дополняться, уточняться и корректироваться по мере поступления новых данных с радаров и разведывательных полетов. Но уже сейчас ясно одно: Антарктида перестала быть черным ящиком. Перед нами предстает сложный, суровый и невероятно красивый мир, который, несмотря на всю свою удаленность, играет ключевую роль в жизни каждого человека на планете. Изучая его скрытые холмы и впадины, мы, по сути, изучаем механизмы собственного выживания в меняющемся мире.